Здравствуйте, меня зовут Искра Екатерина Леонидовна, я врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, миколог, доцент кафедры дерматовенерологии Медико-социального института, научный сотрудник Санкт-Петербургского педиатрического университета. Сегодня мы с вами проведем первую процедуру на аппарате Ультрамик 311R. У нашей пациентки диагноз вульгарный псориаз, смешанная форма, прогрессирующий период. Данным аппаратом она пользуется впервые, и ранее она использовала лишь наружные средства для лечения псориаза. Немножко познакомимся с нашим пациентом и узнаем подробнее данные анамнеза. Здравствуйте, меня зовут Елена. Болею псориазом с 2015 года. Без всякого улучшения. Как-то так. То есть впервые появилось заболевание 6 лет назад, да? Да. В какой зоне первая бляшка появилась? На руках. На руках, на тыльной поверхности. Да. Да. А дальше уже распространилось на локте, да? Голова. На волосистую часть головы, на локте, и в данный момент поражены крестец, разгибатели нижних конечностей, да, и зона пупка. Угу. Напомним, что псориаз – это хроническое, генетическое, часто рецидивирующее заболевание, которым страдает 1-2% всего населения планеты. Проявляется данное заболевание папулами, которые сливаются в бляшки и покрываются белыми чешуйками. Чаще всего псориаз не сопровождается субъективно зудом или жжением. Лишь редкие формы псориаза, такие как эксудативный псориаз, ретродермический, сопровождаются зудом или жжением. Клинические проявления в зоне локтей. Для псориаза свойственно проявление сыпи на разгибателях, на разгибательной поверхности, в том числе на локтях. Мы видим с вами папулы, которые сливаются в бляшки и покрываются белыми чешуйками. Область живота, область пупка, область нижних конечностей, разгибательная поверхность и зона крестца, поясничная область. Здесь также мы видим бляшки псориатические и диссеминированные папулы, еще не слившиеся в бляшки. Размер очага поражения в зоне крестца составляет 12 см на 8 см. Волосистая часть головы. Диагноз звучит как ограниченный псориаз. Имеется бляшка, местами покрытая белыми чешуйками. Также диссеминированные папулы. Ультрамик 311R – прибор бытового назначения. Проникая в кожный покров, ультрафиолет повреждает пораженные псориазом клетки и способствует апоптозу. Апоптоз – это запланированная гибель поврежденных клеток. Также при облучении подавляется местный иммунный ответ на собственные клетки кожи, что приводит к снижению неконтролируемого роста эпидермиса и к восстановлению нормальному росту здоровых клеток кожи. Исследования показали эффективность такого лечения. 95% пациентов удалось достичь стойкой ремиссии. Первый сеанс продолжительностью 60 секунд. Следующая процедура будет проводиться через день и увеличится продолжительность на 15 секунд. Сегодня мы проведем вторую процедуру аппаратом Ультрамик. И данный сеанс составит 1 минуту 15 секунд. Область спины и крестца. Здесь также отмечается положительная динамика в виде отсутствия новых высыпаний, уплощения прежних бляшек и частичного отхождения чешуек. Гиперемия отсутствует.
Клинически отмечается полное отхождение чешуек, снижение гиперемии и уплощение бляшек. Продолжаем наш курс. Сегодня у нас 6-й сеанс на аппарате Ультрамиг 311R. И продолжительность его составит 2 минуты 15 секунд. Размеры бляшки составляют 4 сантиметра на 7 сантиметров. Отмечается полное отхождение чешуек, частичное уплощение бляшки, уплощение папул, диффузно расположенных, раздробление бляшки и отсутствие новых высыпаний. Следующая процедура через день, и она составит 2 минуты 30 секунд. Данные зоны больше не нуждаются в обработке с помощью аппарата. На сегодня мы проведем сеанс только в области поясницы, и он составит 3 минуты. Елена, как вы оцениваете результаты нашей процедуры? Я очень довольна. Такого результата не было за 6 лет ни разу. В общем, честно говоря, советую всем. Псориаз – сложное для лечения заболевание, но с помощью аппарата Ультрамиг 311R мы смогли добиться ремиссии на всех очагах поражения кожи. Данный облучатель можно использовать на такие заболевания, как витилиго, экзема, атопический дерматит, грибовидный микоз, сиборейный дерматит, гнездная аллопеция. Подробное описание облучателей и другую информацию вы можете посмотреть на сайте производителя, ссылка будет в описании.